В советском искусстве было не только про светлое будущее. Были художники, которые показывали совсем другое. Тесные кухни, усталые лица и жизнь без прикрас. Их не выставляли, но именно они, возможно, сказали правду. Нина Яковлевна Марченко – тот редкий случай художника, чья биография словно растворяется в сухих строках справочников, оставляя за собой лишь даты, звания и принадлежность к системе. Но при этом ее живопись говорит куда громче и сложнее, чем любые архивные формулировки. Родившись в Ленинграде 15 октября 1940 года и получив образование в Киевском художественном институте, она, казалось бы, прошла классический путь советского художника, закрепив свое положение членством в Союз художников Украины и официальным признанием в виде звания заслуженного художника. Но за этой внешней правильностью скрывается куда более сложный и не столь однозначный художественный мир. Ее картины не кричат и не спорят с системой напрямую, но в них ощущается то едва уловимое смещение акцента, которое превращает привычные сюжеты социалистического реализма в почти личные, интимные высказывания. Там, где канон требовал героического жеста и уверенного взгляда в будущее, Марченко выбирает паузу, тишину и внутреннее напряжение. Момент, когда человек остается наедине со своей памятью, сомнениями и пережитым опытом. Особенно заметно это в ее обращении к теме войны, которая в советской живописи чаще всего подавалась через образы триумфа и коллективного подвига. У Марченко же война существует не как событие, а как состояние, растянутое во времени, проникающее в повседневность, в жесты, в лица, в молчание. Ее герои не столько действуют, сколько переживают. Они ждут, вспоминают, удерживают внутри себя то, что невозможно выразить словами. В этом смысле ее искусство оказывается ближе не к парадной линии соцреализма, а к более тихой и психологически насыщенной традиции, в которой важен не сюжет, а внутреннее состояние человека. Здесь невольно возникают переклички с поздними работами Татьяны Яблонской, где внешняя простота оборачивается сложной эмоциональной глубиной, или с педагогической школой Сергея Григорьева, чье влияние чувствуется в внимании к человеческой фигуре и ситуации. Но у Марченко этот интерес становится более сосредоточенным и почти камерным. Именно поэтому ее живопись можно назвать своеобразной тихой провокацией. Она не нарушает правил, не разрушает форму и не вступает в открытый конфликт с художественной системой своего времени, но постепенно смещает центр тяжести от коллективного к личному, от внешнего действия к внутреннему переживанию, от лозунга к молчанию. И в этом смещении, едва заметном на первый взгляд, и заключается ее настоящая художественная сила. Если всмотреться в ее работы без привычной советской оптики, становится очевидно, перед нами не просто вариации на тему памяти или материнства, а довольно смелое, почти упрямое высказывание о том, о чем в официальном искусстве предпочитали говорить осторожно или вовсе молчать. Нина Марченко как будто лишает зрителя удобной дистанции. Она не дает спрятаться за торжественными формулами и привычными образами победы, а возвращает к тому, что остается после них, к утрате, к внутренней пустоте, к опыту, который не поддается ни идеализации, ни героизации. В ее картинах нет прямого конфликта с системой, но есть нечто, возможно, более неудобное, настойчивое напоминание о том, что за любым коллективным мифом всегда стоит частная человеческая история, часто лишенная пафоса и почти всегда наполненная болью. И именно эта честность, лишенная декоративности и идеологической подсветки, делает ее живопись не просто эмоциональной, а в определенном смысле даже дерзкой, потому что она говорит не так, как было принято, а так, как, вероятно, чувствовалось на самом деле. О Нине Марченко почти не сохранилось личных сведений, ни подробностей семейной жизни, ни воспоминаний современников. Ее биография словно растворяется в официальных формулировках, оставляя за собой лишь картины, в которых, возможно, и скрыто больше правды о ней самой, чем в любых архивных записях. Алексей Сундуков из тех художников, которые не столько изображают людей, сколько внимательно наблюдают, как человек ведет себя среди других, как растворяется в толпе
и в какой момент перестает быть собой. Он родился 11 февраля 1952 года в Куйбышевской области и прошел вполне классическую школу. Сначала Пензенское художественное училище имени Савицкого в 1977 году, затем Московскую Строгановку, где учился монументальной живописи в мастерской Гелия Коржева и окончил ее в 1982 году. Все это звучит как стандартная биография, но дальше начинается куда более интересная история. Уже в начале 1980-х он активно выставляется, а в 1986 году вступает в Союз художников СССР, шаг, который для многих означал вписанность в систему. Но Сундуков, похоже, использует эту систему скорее как площадку, чем как рамку. Настоящее внимание к нему приходит в 1988 году после 7-й выставки молодежи. Его работы вдруг начинают обсуждать, не потому, что они красивые или правильные, а потому что в них чувствуется нерв времени. А нерв этот в людях. Вернее, в том, как люди превращаются в массу. Сундукову явно интересен не отдельный герой, а ситуация, в которой человек становится частью чего-то большего – толпы, системы, механизма. Его персонажи часто похожи друг на друга, выстроены в ряды, повторяются, как будто теряют индивидуальность. И чем дольше смотришь на такие работы, тем сильнее возникает странное ощущение. Ты вроде смотришь на них, а на самом деле на себя в этой же толпе. Очень показательная вещь. Первое лицо – приветствие. 1988 года. Там есть лидер, возвышающийся над людьми, но он стоит к ним спиной. Это важная деталь. Зритель оказывается не перед лицом власти, а как будто внутри массы, которая смотрит вверх и ждет. Композиция напоминает телевизионный кадр, и от этого становится еще тревожнее, потому что все выглядит знакомо, почти бытово. В конце 1980-х Сундуков уезжает. Сначала в США, потом работает в Гонконге в период с 1989 года по 2005 год. И это, похоже, не побег от тем, а наоборот, возможность посмотреть на них со стороны. Он продолжает заниматься монументальной живописью, делает скульптуру, графику, пишет картины, но главное остается тем же. Его по-прежнему интересует, как устроено общество и что происходит с человеком внутри него. Его часто связывают с соцартом, но у него нет привычной иронии или прямой насмешки. Он действует иначе, через повторение, через ритм, через почти гипнотическое выстраивание фигур. В этих работах нет крика, но есть давление. Не лозунг, а ощущение, что что-то происходит не совсем так, как должно. Не случайно Эндрю Соломон в книге «The Irony Tower» 1991 года назвал его радикальной фигурой из Союза художников. Формально он внутри системы, но по сути работает с тем, что эту систему изнутри вскрывает. А Виктор Мизиано точно подметил, его творчество — это мучительный процесс изживания традиционных форм мышления. У Сундукова действительно есть это ощущение борьбы, не с внешним запретом, а с самим языком живописи, который он пытается заставить говорить иначе. В 2022 году в зале товарищества живописцев МСХ прошла выставка «30 лет спустя», где показали работы с 1983 по 2019 год. И там хорошо видно, он почти не изменил своей теме. Его по-прежнему занимает толпа, власть, повторяемость, человек внутри системы. Просто со временем это становится не громче, а точнее. Работы Сундукова сегодня находятся в частных коллекциях Европы и США, но главное в них не география, а ощущение, которое они оставляют. Легкое беспокойство, будто ты увидел что-то слишком знакомое и не до конца приятное. О самом Алексее Сундукове известно удивительно мало. Ни подробностей личной жизни, ни громких историй, ни скандалов, которые обычно сопровождают художников с ярко выраженной позицией. Его биография словно намеренно остается в тени, уступая место работам, в которых он говорит о человеке и обществе куда откровеннее, чем мог бы сказать о себе. В неофициальном искусстве СССР 1970-1980-х годов Василий Иванович Колотев занимает особое, почти обособленное место. Как художник,
который не просто наблюдал эпоху, а буквально записывал ее в красках с иронией, вниманием к деталям и редкой внутренней свободой. Он родился в 1953 году в селе Второе Никольское Воронежской области и с ранних лет тянулся к рисованию. Сначала занимался в художественной студии, а в 1969 году поступил в художественное училище. После службы в армии его путь привел в Москву, город, который стал главным пространством его художественных наблюдений. Оказавшись в столице после окончания Бутурлиновского художественного училища в 1975 году, Колотев быстро вошел в круг неофициального искусства, участвуя в так называемых квартирных выставках, полузакрытых, почти подпольных показах, где формировалась альтернативная художественная среда. Однако при этом он не стремился к активной тусовочной жизни. По складу характера он был скорее наблюдателем, чем участником, предпочитая шумным компаниям уединенную работу в тесной комнате коммунальной квартиры на Старом Арбате. В советские годы его творчество оказалось фактически вне официального поля. Картины Колотева не принимались системой. Такой реализм, лишенный идеологического оптимизма и парадности, не был востребован. В результате он не провел ни одной официальной выставки и, чтобы избежать обвинений в тунеядстве, работал слесарем-ремонтником, а также художником-оформителем на ткацкой фабрике. При этом именно такая вынужденная дистанция от официальной художественной среды дала ему редкую свободу. Он не зависел от заказов и мог выбирать темы и образы по собственному внутреннему ощущению. С самого начала его работы отличались ироничным и в то же время точным взглядом на повседневность. Колотева интересовала не парадная сторона жизни, а ее изнанка. Коммунальные квартиры, пивные, дворы и подворотни, обыденные сцены, в которых раскрывается характер советского человека. Эти сюжеты закрывали ему дорогу на официальные выставки, но именно в них формировался его собственный художественный язык. Позднее, уже в конце 1980-х годов, он начал время от времени участвовать в выставках на Малой Грузинской, одном из центров неофициальной художественной жизни Москвы. Однако и тогда он оставался в стороне от модных течений и коммерческих ожиданий, продолжая работать в выбранной им теме наблюдении за повседневной жизнью и внутренним миром обывателя. В результате появилась целая серия жанровых работ, посвященных будням, скуке, мелким страстям и привычкам советского человека. В этих картинах Колотев сумел передать атмосферу застойной Москвы с ее замкнутостью, однообразием и одновременно с нарастающими ожиданиями перемен в годы перестройки. По мнению искусствоведа Цельтнера, такие работы со временем становятся своего рода документом эпохи, позволяющим будущим поколениям увидеть и понять этот период через художественный образ. При этом Колотев существенно отличался от других художников круга Малой Грузинской. Если, например, Калинин обращался к более романтическому и метафизическому, Туманов — к идеализированным образам дореволюционной жизни, а Гордеев создавал почти документальные сцены художественной богемы, то Колотев сосредоточился на типичном советском человеке. Его персонажи узнаваемы, точны и при этом лишены злой сатиры. В них чувствуется ирония, но она скорее мягкая, даже сочувственная. Отдельного внимания заслуживает и его мастерство. Картины Колотева отличаются точной композицией, вниманием к деталям интерьера, одежде, свету, пластике фигур. Все это создает ощущение живого пространства, в котором зритель как будто оказывается сам. При этом художник сумел в условиях жесткой цензуры и отсутствия поддержки выразить не только конкретные сцены, но и более глубокие, почти архетипические черты отечественного обывателя. Позднее он продолжил развивать жанровую линию, в том числе в пасторальной серии, посвященной жизни российского села, сохранив тот же внимательный и вдумчивый взгляд на повседневность. Интересно, что к теме коммунальной жизни Колотев обратился раньше, чем такие художники, как Илья Кабаков и Владимир Янкелевский, чьи работы с дверными инсталляциями были показаны на Малой Грузинской в 1983 году. В этом смысле он оказался не только наблюдателем, но и в каком-то смысле предвосхитил развитие темы в неофициальном искусстве. Широкое признание пришло к нему уже после распада СССР. Его первая официальная выставка состоялась в 1992 году
и практически все представленные на ней работы были быстро приобретены галереями Парижа, Нью-Йорка и Берлина. В дальнейшем его произведения получили высокую оценку и за рубежом. В частности, они были показаны на выставочных проектах искусства 60-х-90-х годов в России, в немецких музеях, организованных Цельтнером в 1993-1996 годах. Сегодня работы Колотьева воспринимаются не только как художественные произведения, но и как своеобразное зеркало эпохи, одновременно и ироничное, и тревожное. В них есть и смешное, и горькое, и узнаваемое до неловкости ощущение времени, когда жизнь часто сводилась к выживанию, надежде и ожиданию перемен. Именно поэтому его картины продолжают вызывать сильную эмоциональную реакцию, особенно у тех, кто это время помнит не по книгам, а по собственной жизни. И если поставить рядом Нину Марченко, Алексея Сундукова и Василия Колотьева, становится видно то, о чем обычно стараются не говорить напрямую. Советское искусство было куда сложнее, чем привычный набор героических образов и правильных сюжетов. Эти художники не разрушали систему открыто. Они делали куда более точную и потому неудобную вещь. Показывали, как она ощущается изнутри. Друзья, спасибо, что провели это время со мной. Ваша активность – лучшая мотивация делать контент чаще. Не забывайте ставить лайк и подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И отдельное огромное спасибо нашим спонсорам за особую поддержку проекта. Творите в удовольствие и до встречи!